Глава 26. Ситуация казалась Селиню все более странной и запутанной. Он произнес: «Генерал, могу я спросить?» Кэмо перебил его. «Довольно вопросов. Вы убили моих воинов, и еще хотите что-то узнать. Я ничего не скажу. Вы хотите биться?» Сань Лан возразил: «То я их убил, а не он. Ты можешь ответить ему, а потом сразиться со мной». Фраза прозвучала поистине разумно. Кэмо гневно выпалил: «Вы оба, ее приспешники, разницы между вами нет». Сэлянь поспешил заверить: «Генерал Кэмо, вы кое в чем заблуждаетесь. Первоначальная цель нашего похода в пустыню – уничтожение советника Баньюэ, как мы можем быть ее приспешниками». Услышав об уничтожении советника Баньюэ, Кэмо погрузился в молчание. Спустя какое-то время он снова заговорил: «Если вы не ее посланники, почему вы убили моих воинов?» Сэлянь ответил: «Но ведь это вы сбросили нас сюда. Нам ничего другого не оставалось, кроме как защищать свои жизни». Кэмо бросил: «Вздор, я вовсе не сбрасывал вас. Я как раз схватил тебя за шиворот, это видели все. Вы сами спрыгнули в эту яму». Сэлиню оставалось лишь признать: «Да, это мы сами прыгнули в яму. Генерал, теперь мы с вами заперты здесь, внизу, и пока находимся по одну сторону баррикад. Почему советник Баньюэ открыла ворота и впустила вражескую армию?» Кэмо, разумеется, не слушал никаких доводов, он был оскорблен до глубины души. «Вы оба, гнусные подлецы, напали на меня вдвоем», Сэлянь бессильно произнес: «Я всего-то ударил вас единожды. И в драку не ввязывался». Вообще-то принца не особо волновало, что кто-то называет его подлецом, хитрецом или чем-то в этом роде. Сэлянь не только был не прочь сразиться вдвоем против одного, но и не постеснялся бы выступить с целой сотней против одного, окружить врага и избить, если того требовала ситуация. Кто в момент опасности вообще вспоминает о честной битве 1 на 1? Но все дело в том, что Сань Лан совершенно очевидно без особых усилий одержал верх, даже с человеком на руках. Да еще попросил Сэляня не вмешиваться. А теперь, когда Кэмо, кажется, решил, что смог бы одолеть юношу 1 на 1, принцу это показалось несправедливым. Однако, судя по характеру Кэмо, с ним все-таки можно было прийти к согласию. Нужно действовать постепенно, и все устроится. Внезапно Сань Лан без намека на терпение, как бы между прочим, произнес: «Тебе лучше ответить на его вопросы, ради своих воинов». Кэмо возразил: «Ты уже уничтожил их без остатка, подобные угрозы бесполезны». Сань Лан ответил: «Но трупы все еще целы». Кэмо, кажется, приподнявшись с земли, настороженно спросил: «Что ты хочешь сделать?» Сань Лан ответил: «Сначала лучше спросить, что хочешь сделать ты». По одному лишь тону Сэлянь мог представить, как сощурились глаза Сань Лана, когда он произнес: «Ты желаешь для них благоденствия в следующей жизни или хочешь, чтобы они возродились в виде кровавой каши?» Кэмо вначале затих, но потом его настигло понимание. Народ Баньюэ крайне серьезно относился к погребальной церемонии. Согласно их поверьям, как выглядит труп человека во время смерти, таким он и нет в следующей жизни. К примеру, если кто-то перед смертью потерял руку, после перерождения он станет калекой без руки. Ну а если все трупы на дне ямы превратятся в кровавое месиво, не лучше ли им тогда не перерождаться вовсе? Кэмо являлся истинным представителем народа Баньюэ, он не мог не устрашиться этого. И в самом деле, в темноте раздался скрип зубов, а затем голос, полный безысходности: «Не трогай их тело». Каждый из них был отважным доблестным воином. Для них просидеть на дне этой ямы столько лет стало истинным мучением. Сегодня ты уничтожил их и, возможно, тем самым освободил их души. Но я не могу позволить, чтобы они вновь подверглись унижению». Сделав паузу, он спросил: «Вы правда пришли, чтобы убить советника Баньюэ?» Сэлянь мягко ответил: «Абсолютная правда. Говорят, чтобы победить, нужно познать противника и познать себя. Но о советнике Баньюэ людям мало что известно. Никто не знает, как противостоять ей. Надеюсь, раз уж генерал Кэмо когда-то был с ней знаком, вы сможете дать нам хоть какие-то указания».
Возможно, сработало желание выступить против общего врага, а может, Кэмо просто испытывал отчаяние от падения в бездну, из которой не выбраться, и от того, что сидел прямо на горе тел своих воинов. Как бы там ни было, генерал временно перестал проявлять враждебность. Он начал говорить: «Вы хотите знать, почему она открыла ворота и впустила армию Юнань? Потому что она просто хотела отомстить нам. Она ненавидела государство Баньюэ». Сэлянь поинтересовался, что значит «ненавидела государство Баньюэ». Но разве она сама не являлась выходцем из народа Баньюэ? Кэмо ответил: «Да, но только наполовину. Она была полукровкой, и в ее теле также текла кровь народа Юнань». А оказалось, что советник Баньюэ была рождена от союза женщины из государства Баньюэ и мужчины из государства Юнань. Живущие на границе народы двух государств ненавидели друг друга, и подобный союз представителей разных народов сохранить было весьма нелегко. Спустя несколько лет мужчина из центральной равнины не выдержал подобной жизни, покинул приграничную местность и вернулся в мирное и процветающее государство Юнань. Несмотря на то, что супруги расстались по обоюдному согласию, в скором времени женщина, по причине любовной тоски, повлекшей за собой сердечную болезнь, умерла, оставив 7-летнюю дочь. Девочка росла беспризорницей. Иногда ей удавалось раздобыть еду, а иногда приходилось голодать. Люди смотрели на нее с таким же пренебрежением, с каким смотрели на ее родителей. Жители государства Баньюэ отличались высоким ростом и крепким телосложением. Среди женщин и мужчин критерием красоты считалось здоровье и наполненность жизнью. Девочка же, будучи полукровкой, выглядела слишком худой, маленькой и слабой среди других детей народа Баньюэ, поэтому с самого детства часто подвергалась насмешкам и оскорблениям. Постепенно девочка становилась все более угрюмой и странной. Дети государства Баньюэ не хотели с ней играть, лишь некоторые дети из Юнань все еще общались с ней. Когда девочке было около 15 лет, на границе государств случилось столкновение двух армий. В сражении погибло множество людей, а девочка-полукровка исчезла. У нее не осталось ни родных, ни друзей в государстве Баньюэ, поэтому, когда девочка пропала на несколько лет, никто не стал искать ее. Однако после появления девочки ситуация в корне изменилась. За эти годы она пересекла тысячи ли пустыни, добралась до самого государства Юнань. Неизвестно, какое чудо повстречалось девочке в пути, но она принесла из своего путешествия знания темного чародейского искусства. Более того, оказалось, что девочка способна управлять ядовитыми тварями, которых больше всего на свете боялись люди Баньюэ. Скорпионовыми змеями. Узнав о ее возвращении, помимо восхищения, многие люди испытали страх. Потому что характер девушки вовсе не изменился, она осталась столь же мрачной и нелюдимой. Когда-то многие в государстве Баньюэ обижали ее, а теперь девушка удостоилась чести служить во дворце, да еще на почетной должности придворного мага. Что если она когда-нибудь захочет им отомстить и навлечет на них неприятности? Сэлянь произнес: «Наверняка многие в государстве Баньюэ нелестно отзывались о ней». Кэмо фыркнул: «Не только отзывались, но даже пошли во дворец, на прием к государю, и там называли ее посланницей скорпионовых змей, которая принесет беду в государство Баньюэ, и потому ее нужно повесить». Но у них ничего не вышло. Сэлянь предположил: она повесила этих людей раньше. Кэмо с еще большей неприязнью ответил: «Откуда у вас, людей Юнань, столько коварства и жестокости в голове?» «Нет, я ее защитил». Сэлянь попытался возразить: «Я уже говорил, что я не из государства Юнань». Ох, ну ладно. Тогда Кэмо уже получил звание генерала. Однажды он отправился со своими воинами в пустыню, чтобы расправиться с разбойниками, и взял с собой девушку, придворного мага из дворца государя. Разбойники оказались не так просты. Они устроили гнездо прямо под песками. Потери в битве понесли обе стороны, но Кэмо все-таки одержал победу. Их битва привела к обрушению гнезда разбойников под землей. К тому же намечалась песчаная буря, оставаться там было крайне опасно. Кэмо приказал воинам отступать, но часть его людей, включая придворного мага, не успела спастись.
Отступив в безопасное место и дождавшись, когда буря стихнет, Кэмо вернулся туда, чтобы откопать своих воинов и похоронить их тела. Уже на месте генерал обнаружил, что придворный маг в одиночку выкопала немаленькую подземную пещеру, где раненые, но живые воины смогли переждать бурю. Тела погибших также были выкопаны и аккуратно разложены на земле. Все это она сделала своими руками, и когда Кэмо подоспел на место, тело придворного мага было покрыто пятнами крови. Но все же девушка молчаливо сидела на страже у входа в пещеру, обняв колени, ожидая подмогу, словно одинокий волчонок. Кэмо добавил: «После того случая я решил, что она хороший человек, все сделала очень правильно и никакого бедствия на нашу страну не навлечет. Поручившись за нее, я заставил замолчать все злые языки. К тому же, Кэмо в детстве и сам подвергался обидам и унижениям ровесников из-за слабого здоровья, поэтому мог посочувствовать девушке и стал проявлять по отношению к ней больше внимания и заботы. Постепенно он заметил, что придворный маг обладает немалыми способностями, потому стал рекомендовать ее на должность советника государя. Можно сказать, девушка стала советником лишь благодаря Кэмо, который впоследствии, как и записали в летописях потомки, стал ее самым преданным защитником. Так продолжалось до тех пор, пока не вспыхнула очередная война, и государство Юнань не послало свою армию для осады государства Баньюэ. Кэмо продолжал: две армии сражались на равных, никто не желал уступать. И тогда совет Ник решила принести жертву небесам, как она сказала, чтобы заручиться покровительством для армии нашего государства. Поэтому ярость воинов вскипела высокой волной, боевой дух возрос многократно. Они стояли насмерть, защищая городские ворота. Со стен летели стрелы, сыпались камни, лилось кипящее масло, звуки побоища взлетели до самых небес. Никто и представить не мог, что в самый разгар сражения советник государя внезапно откроет городские ворота. Когда это произошло, армия в несколько десятков тысяч в одно мгновение хлынула внутрь безумным полчищем. Тяжелая кавалерия мгновенно превратила весь город в кровавый жертвенный алтарь. Едва Кэмо в разгаре ожесточенной битвы узнал, что советник открыла ворота, он просто обезумел от гнева. Но каким бы отважным он ни был, в одиночку генерал уже не мог ничего исправить. Кэмо сквозь зубы прошипел: «Лишь тогда я узнал, что она давно спелась с командиром вражеской армии и договорилась впустить их в город в назначенный час. Но даже если мне было суждено умереть в бою, перед смертью я должен был убить эту предательницу. Поэтому я со своим отрядом ворвался в башню на городской стене, выволок ее оттуда и повесил над ямой грешников. Прямо на том шесте, вражеская армия перешла границы Баньюэ, обратив его в мертвое государство. Убитые же в бою воины и повешенная советница остались навечно привязаны к руинам, ненависть их друг к другу не ослабла даже за долгие годы». Сэлянь спросил: «Так значит, поэтому вы, генерал Кэмо, и ваши воины рыскают повсюду в поисках следов советника Баньюэ, а когда вам удается ее схватить, вы снова вешаете ее над ямой грешников?» Кэмо воскликнул: «Повесь мы ее хоть 1000, хоть 10 000 раз, этого будет недостаточно. Поскольку и она повсюду ищет моих воинов, что стали темными созданиями, и бросает их в яму грешников. Она установила вокруг ямы ужасное магическое поле, которое может снять лишь сама. Кто упадет сюда, выбраться уже не сможет. Но мои воины, преданные ею, безвинно погибшие в битве, изнывают под тяжестью темной энергии. И лишь живая кровь народа Юнань может рассеять ненависть в их сердцах, помочь им постепенно вознестись для перерождения. В ином случае освобождения им не видать, стенания их станут еженочными, вечными». Сэлянь продолжал: «И потому вы постоянно ловите людей, чтобы сбрасывать их в яму и кормить своих воинов». Кэмо ответил: «Что еще мне остается? Слушать, как они воют волками здесь, внизу. Людей для этих целей вы ловите сами, или мы не можем выходить слишком далеко за пределы государства Баньюэ. На наше счастье, ее змеи отличаются коварством и часто выползают из древнего города, чтобы покусать людей. А укушенные торговцы приходят сюда на поиски травы Шань-Юэ. Того человека, чье лицо говорило из земли у дворца государя, вы закопали. Да, он хотел украсть сокровища из дворца.
Но все богатства нашего государства были подчистую вынесены людьми Юнань 200 лет назад. Сэлянь спросил, но почему вы просто зарыли его там, а не сбросили в яму? Кэмо ответил, траву нужно удобрять, иначе как нам справиться со змеями? Мы тоже не желаем сталкиваться с этими тварями. Сэлянь подумал, кое-что не сходится. Кэмо по своей воле выращивал траву Шань Юэ, даже удобрил ее плотью живого человека. Это отлично показывало, что его страх по отношению к скорпионовым змеям ни капли не уменьшился, даже при том, что сам он больше не являлся человеком. Таким образом, выходило, что при жизни этот страх был наверняка еще сильнее. Но разве советник Баньюэ, владея таким убийственным оружием, как скорпионовые змеи, могла позволить толпе воинов столь легко схватить себя, выволочь из башни и повесить на шесте? По словам Кэмо, за 200 лет они раз за разом хватали советника, и каждый раз вешали ее. Все же Сэлиню казалось, будь он на месте советника и владей подобным смертельным оружием, ни за что бы не позволил врагам приблизиться к себе даже на полшага. Еще эти скорпионовые змеи, которые выползают из древнего города и кусают людей. Случайность? Не похоже. Скорее, кто-то таким образом заманивает путников в крепость. Советник делает это намеренно, но тогда выходит, что она помогает Кэмо ловить жертв на съедение мертвым воинам. Здесь нить расходится с фактом о смертельной вражде между двумя сторонами. Значит, они лишь притворяются врагами. Но какой смысл в этом притворстве? И посреди всей этой путаницы парил еще образ загадочной заклинательницы в белых одеждах и ее спутницы. Сэлянь решил задать еще один вопрос. «Генерал, когда мы только оказались в городе, встретили двух заклинательниц, в белом и в черном. Вы знаете, кто они такие?» Ответа не последовало, поскольку Сань Лан тихо прошипел. «ТСС». Пока еще не понимая, что случилось, Сэлянь сразу замолчал. Какое-то странное инстинктивное чувство заставило его поднять голову и посмотреть наверх. Все тот же квадрат темно-синего неба, да еще холодная белая луна. А рядом с луной принц издалека разглядел человека, половина фигуры в черном высунулась с края ямы и заглянула внутрь. Поглядев немного, фигура внезапно показалась целиком, человек спрыгнул вниз. И пока он летел, Сэлянь отчетливо разглядел в силуэте ту самую девушку, подвешенную на длинном шесте, советника Баньюэ.